Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов я покажу товары фирмы Born Pretty, а именно пластины для стемпинга, и также подробно расскажу, как пользоваться гелем для стемпинга. Первая пластина, которую мы возьмем, пластина Spring Garden номер L203. В данной пластине красивые, изящные, миниатюрные рисунки. Для начала перед работой кладем пластину на салфетку, для того, чтобы не запачкать краской рабочую поверхность. Теперь берем сам гель для стемпинга. Капаем небольшую капельку возле рисунка, который хотите перепечатать. Затем берем скребок. Им тщательно заполняем весь гель по рисунку. Затем счищаем всю ненужную краску на салфетку. Как видим, при очистке пластины от лишнего геля образовываются полосы геля. Они нам абсолютно не нужны, так как если их оставить, они будут сильно видны на ноготке и будут сильно искажать рисунок. Поэтому от них нужно избавиться. Для этого жестким скребком, мелкими движениями счищаем краску до того момента, пока полосы геля не уберутся полностью с картинки. Берем штампик и перекатываем штампик по рисунку. Рисунок четко берется на штампике. Теперь берем ноготок. Ноготь обязательно должен быть без липкого слоя, чтобы рисунок не смазался. Благодаря прозрачному штампику мы можем скоординировать и разместить рисунок в нужном положении на ноготке. Затем штампик аккуратно прикладываем к ноготку и перекатываем его до тех пор, пока весь рисунок не перенесется на ноготок. Главное правило при работе с гелем во время стемпинг дизайнов – не двигать штампик, чтобы рисунок не смазался и был четким. Затем гель сушим в лампе в LED или гибрид 30 секунд или в ультрафиолетовой лампе 1 минуту. После этого рисунок покрываем топом, который также сушим в лампе. Благодаря этой пластине получаются красивые необычные дизайны. Рисунки на данной пластине напоминают популярные татуировки стиля мехенди. На бумаге изображены все рисунки из пластины Spring Garden номер L203. Пластина номер 2. Пластина также фирмы Born Pretty, номер BPX50, указан сайт, где вы можете заказать данный товар. Эта пластина также с популярными дизайнами, и здесь выбиты звери – коты, зебра, тигр и леопард. Кладем пластину на салфетку, чтобы не запачкать стол, узенькую колбаску геля выкладываем над рисунком и берем скребок. Если в стемпинге вы работаете гелем, то скребок желательно брать жестче. Если в обычном стемпинг-дизайне мы проводим скребком перпендикулярно, то здесь скребок нужно ложить намного ниже, под углом приблизительно 30 градусов. Заполняем полностью выбитый рисунок гелем и счищаем ненужную краску. После каждой очистки вытираем скребок о салфетку, тем самым убирая ненужную краску. Если вы плохо очистите рисунок и оставите данные полосы разводов, то рисунок перепечатается нечетко, и вместо выбитого рисунка у вас получится мазня. Так как в данных пластинах рисунки живых существ, их нужно перепечатать как можно точнее. Затем берем штампик и перепечатываем на него рисунок. Видим, получается красивый код. Затем этот рисунок прикладываете к ноготку. Я покажу, как на бумаге выглядит данный код. Гелем для стемпинга легко и хорошо работать тем, что он не быстро сохнет. Также, перепечатав первый рисунок на пластине, на рисунке, который мы только что перепечатали, все еще осталась краска. Мы снова можем приложить штампик, перепечатать рисунок и снова переводить его на ноготок. То есть нам не нужно повторно заполнять пластину краской. Подставив ноготок, мы видим, что размер картинки намного больше, чем сам ноготь, и нам нужно его уменьшить. Как уменьшить рисунок и подогнать его под ноготок, вы можете посмотреть в видео, которое сейчас всплывет в подсказках. Сейчас вы можете наглядно увидеть, как выглядит данный рисунок на ноготке. С помощью данной пластины можно создавать красивые необычные дизайны, ведь звериный принт сейчас как раз в моде. Повторюсь, что перепечатывая оживотворенных существ, нужно перепечатывать четко, чтобы не исказить сам рисунок. Для этого лучше использовать обычный лак для стемпинга. Я использовала лак Born Pretty на этих двух картинках. Как видим, они намного четче, нежели первые два рисунка, которые мы сделали с помощью геля для стемпинга. Но огромный минус лака для стемпинга – это то, что он сохнет очень быстро. Поэтому если вы новичок и быстро работать со стемпингом вам тяжело, то лучше используйте гель для стемпинга, так как он сохнет в ультрафиолетовой лампе и торопиться вам никуда не нужно.
Я перенесла все изображения на бумагу. Так вы можете четко увидеть, какие рисунки можете сделать с помощью пластины от фирмы Born Pretty, название которой BPX50. Пластина номер 3. Следующая пластина называется Born Pretty Artist L203. Здесь также популярные дизайны, идея которых это четкая картинка, которая рассыпается на мелкие детали. Также здесь есть необычная абстракция. Я покажу, как выглядят данные рисунки на ноготке и на бумаге. Снова заполняем выбранный рисунок гелем для стемпинга. Тщательно очищаем от всех разводов, чтобы картинка была четкой и чистой. Переносим картинку на штампик. Затем легким движением прикладываем штампик к ноготку и перекатываем его. Повторюсь, чтобы рисунок остался четким, ни в коем случае не сдвигайте штампик, иначе гель смажется. Если на ноготке вы видите небольшие участки грязи, то есть ненужного геля, который перепечатался, возьмите ватную палочку, смоченную в спирте или клинсере, и сотрите ненужные участки. Просушиваем ноготок в лампе, покрываем топом, который также сушим, и видим красивый необычный рисунок. Данные рассыпчатые рисунки стали безумно популярными, а делать их очень просто. За пару минут благодаря пластине фирмы Born Pretty. Ссылки на все материалы я скину в описании под видео. Также, переходя по моим ссылкам, вы получаете автоматическую скидку от фирмы Born Pretty. Спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Главное, поставьте колокольчик сверху в углу экрана, чтобы быть в курсе, когда я выложу новое видео. Пока-пока!